Беременность, особенно первая, волнительный период в жизни каждой женщины. Разумеется, узнав о том, что внутри теперь развивается человек, мы сразу задаем себе вопросы, что делать можно, что делать нельзя. И один из таких вопросов: можно ли продолжать тренироваться, можно ли заниматься спортом, как сделать тренировки безопасными, но при этом эффективными. Именно об этом поговорим в ролике. Легкая или умеренная физическая активность рекомендована на всех этапах беременности, потому что умеренная и легкая физическая активность улучшает работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем, помогает контролировать набор веса тела во время беременности, снижает риски развития гестационного диабета, снижает риски развития послеродовой депрессии, ускоряет ваше восстановление после родов, снижает риски проведения кесарево сечения и получения травм при вагинальных родах. Поддерживать физическую активность нужно. Теперь давайте рассмотрим те виды физической активности, которые необходимо исключить. Во-первых, вы сразу исключаете положение и упражнения лежа на животе, сразу как узнали, что вы беременны. Далее, примерно с 20-24 недели беременности необходимо исключить упражнения, когда вы длительно лежите на спине, потому что есть риски развития синдрома полой вены. Как правило, если вы ложитесь на спину и этот синдром у вас есть, вы будете чувствовать некую тревожность, изменение артериального давления, что-то похожее на панические атаки. Вам просто будет дискомфортно, и, как правило, если такие ощущения возникают, вам необходимо сразу изменить положение, развернуться, например, на бок. Также вы обязательно исключаете все контактные виды спорта, когда в вас кто-то или что-то может врезаться, или, например, мяч может прилететь и ударить вам в живот. То есть, соответственно, все, где есть риски получения абдоминальной травмы, необходимо исключить. Также вы исключаете все виды физической активности, где есть риск падения. Это, например, весь горнолыжный спорт, это прогулки на коньках, это конный спорт, это саббординг и другие виды спорта, где вы можете упасть. Также я рекомендую исключить прыжковые виды спорта, особенно батуты, либо какую-то гимнастику, опять-таки, потому что там есть и прыжки, и риски падения. Следующий момент, на который необходимо обратить внимание, это упражнения с сильным повышением внутрибрюшного давления. Что это за упражнение? Например, это статическая тренировка на мышцы пресса. То есть стоять в планке на время, разумеется, во время беременности не нужно. Или, например, заниматься в тренажерном зале и приседать с таким весом, который объективно большой. То есть, например, как мы можем понять? Вы берете штангу, и с этой штангой вы можете присесть 15 раз, при этом без отказа. То есть после приседания на 15 раз вы потенциально можете присесть еще раз 5-7. Тогда этот вес считается легким. Но если вы берете такой вес, с которым вы устаете уже на 3-4 повтор упражнения, это слишком большой вес, вам его необходимо снизить. Потому что работа с такими большими весами будет повышать внутрибрюшное давление, и мы это исключаем во время беременности. Также я рекомендую исключить положение с длительной опорой на одну ногу. То есть, например, когда вы стоите на одной ноге и по несколько минут, например, делаете разгибание или отведение бедра. Когда вы встаете на одну ногу, у вас происходит небольшое скольжение лонных костей относительно друг друга. Это может спровоцировать нестабильность таза и боли в области лонного сочленения. Также во время беременности у нас увеличиваются риски развития варикозного расширения вен нижних конечностей. И длительная опора на одну ногу будет повышать давление внутри вены и тем самым провоцировать расширение. Также не рекомендовано перегреваться во время тренировки. То есть, если вы тренируетесь, старайтесь тренироваться либо в прохладном помещении, либо на улице, если не слишком жарко. Избегайте длительного нахождения, например, в сауне. То есть, не надо долго там находиться, заниматься растяжками или еще какими-то видами йоги. Все, что ведет к перегреванию во время беременности, мы минимизируем. Если вы до наступления беременности регулярно тренировались, то вы можете продолжить тренироваться, исключив те положения и те виды активности, которые я перечислила, и важно снизить нагрузку. Если вы регулярно тренировались до наступления беременности, как только вы узнали, что вы беременны, вы снижаете интенсивность своих тренировок от 20 до 80%.
От чего зависит тот процент, на который мы снижаем физическую активность? От вашего самочувствия. Если вы чувствуете себя хорошо, если у вас нет никаких рисков во время беременности, нет никаких запретов от вашего врача-гинеколога, то вы можете снизить нагрузку примерно на 20%. Здесь мы говорим и про вес, например, штанг, гантели, если вы с ними занимаетесь, и по продолжительности времени, и по интенсивности тех упражнений, которые вы выполняете. То есть мы по всем параметрам снижаем нагрузку от 20 до 80%. И самое главное, вы должны спросить у врача, акушера-гинеколога, который ведет вашу беременность, можно вам заниматься или нет. Если врач говорит, что у вас есть какие-то риски, например, с шейкой матки, с прикреплением плаценты, любые вещи, которые настораживают вашего врача-гинеколога, пожалуйста, прислушайтесь к нему и ограничьте физическую активность. Я обычно своим пациенткам говорю таким образом: если вам рекомендовали во время беременности половой покой, то ни о каких тренировках мы речи не ведем. Пожалуйста, будьте на связи со своим врачом-акушером-гинекологом. Если вы не согласны с теми рекомендациями, которые говорит вам врач, получите второе мнение врача-гинеколога. Не тренера, не реабилитолога, а врача-гинеколога, который непосредственно наблюдает вас во время беременности. Поддерживайте свою физическую активность, будьте здоровы, легкой вам беременности и родов.